Привет всем нашим подписчикам. Давно не виделись, было много работы. Вот сегодня хочу показать способ сварки металла 1,5 мм электродами тройка. Вот способ такой, что не будет прожогов и зашлаковки. Подойдет начинающим новичкам-самоучкам. Вот смотрите, подготовил трубу 30 на 30, полторашечка. Сделал зарез. Короче, у нас зазор здесь 2 миллиметра. Это мы, чтобы усложнить задачу, показать, что этот способ хорош. Не только если сварить без зазора, но и с зазором. Сварка будет производиться без всяких подкладушек, без второго электрода для заплавки. Просто будем варить электроды. Вот покажу свой способ. Сначала теорию, как мы это будем делать. Электрод, заготовка. Сварка с отрывом, углом вперед. То есть вот так вот будем продвигаться. Не на себя варить углом назад, а вот углом вперед. Еще важный момент. На электрод, на держак цепляем минус. Раньше я говорил, что цепляем плюс, потому что так нас учили в училище. Но многие советовали попробовать по-другому. Теория с практикой не всегда бывает одинаково, так что все-таки на держак минус легче тонкий металл сваривать. Так что держак минус, электроды с рутиловым покрытием, не с основным, а с рутиловым. С рутиловым это МР3, оно 21, монолит. Вот АК-46, кстати, лучшие электроды АК-46, потому что нам нужно все это дело с отрывом делать. Вот с основным покрытием электроды Тамони 1345, МТГ, ЛБ, это не пойдут они для наших целей. Частый отрыв, повторный поджиг у них усложнен. Так, смотрим дальше, как эта сварка происходит. Зажигаем дугу и сразу ее удлиняем. И в этот момент резко возвращаемся. Зажгли, удлинили, резко возвращаемся. Не просто вот зажгли, убрали, а вот именно так нужно. Зажгли, удлинили и резко возвращаемся. Почему вот так получится? Без прожогов и зашлаковки. Смотрите. На примере дисков отточных покажу. Вот это у нас, грубо говоря, ванная. Когда мы дугу убираем, шлак резко на ванну с металлом наплывает. То есть повторный поджиг. Первым делом нам нужно растопить этот шлак. На это уходит определенное время. И это время как раз может не хватить, чтобы сварить. Продолжаем. Просто отвлекся товарищ, ко мне в гараж заходил. Смотрите, что происходит. Вот у нас сварочная ванна с металлом. Электрод оторвали. Моментально она шлаком обволакивается. Повторно, если зажигаем, дуга сначала расплавляет вот этот шлак, а потом уже добирается до металла, чтобы дальше сварка продолжалась. Но если металл тонкий, нужно очень мало времени, чтобы, как говорится, сплавиться с металлом и не прожечь. И не всегда так получается. Происходит либо прожог, либо зашлаковка. Вот. Если мы будем варить, как я показывал, вот электрод зажгли, удлинили дугу и резко
обратно в сварочную ванну возвращаемся там так, чтобы обмазки электрода мы коснулись шва. Зажгли, удлинили, обратно коснулись шва. В этот момент не получится вот этой толстой обволакивающей корки шлака. Как бы мы дугой разгоняем этот шлак, что получается? Тонкий слой шлака, и он не полностью будет обволакивать нашу сварочную ванну, вот этот металл. То есть повторный поджиг очень быстро происходит. Очень быстро. И этого момента хватает, чтобы следующую чешуйку наплавить. И вот так вот, точка за точкой, получается шов. Варить таким способом очень легко. На тонких металлах можно меньше миллиметра тройкой варить. Вот к такому способу пришел. Частенько у меня с грузовиками работа по сварке происходит. Вот у меня есть второй канал на YouTube, варим железяки, называется. Вот там именно по грузовикам я работу показываю. Ну, хотя им почти сейчас не занимаюсь, но кому интересно, глянуть можете. Вот, варим углом вперед с отрывом и вот таким способом. Резкое удлинение дуги и обратно возвращаемся. Сейчас фильтр на камеру одену и покажу на практике, как это выглядит. Ток у меня где-то ампер 80, электроды 3 миллиметра, оно 21. Завариваем кратер. Я думаю, этого достаточно. Сейчас остынет шлак, отобью, покажу, что получилось. Сами видели, спокойно, без прожогов. Как отобьем шлак, посмотрим, нет ли где зашлаковки. Все, шлак отбили. Все нормально, зашлаковки никакой нету. Ни прожогов, ни зашлаковки. Варили просто без присадочного материала. Сами видели, такой способ достаточно простой. Скорость нормальной сварки. Ну, тут единственное, вот здесь вот несколько раковин получилось под конец. Ну, ничего страшного для мелких металлоконструкций. Ничего страшного. Вот, сами видите. Плотный шов, все нормально. Еще раз повторюсь. Зажигаем, удлиняем дугу и резко обратно. Зажигаем, удлиняем дугу и резко обратно. Повторный поджиг очень легкий будет. Шлак вот этим действием, когда обратно возвращаемся, мы разгоняем по сторонам. То есть легко и быстро. И вот так, точку в точку. Получается нормально. Если просто точками зажгли, убрали, зажгли, убрали, будет
гораздо сложнее. А вот это такая вот простая хитрость, что дугой мы разгоняем шлак для следующего поджога. Вот получается сваривать именно тонкие металлы достаточно быстро, без прожогов. Вот покажу потом, как более тонкие металлы, меньше миллиметровки, варить таким же способом. Также все получается хорошо. Так, ну, на сегодня буду закругляться. Вот. Кому тема интересна, подписывайтесь на канал. У нас канал для начинающих самоучек в сварке. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так, ну все, всем пока, до новых встреч.